Всем привет, с вами Китсудаплей, и это новое выживание на нашем YouTube канале Сабнаутика. Красивый, подводный и очень страшный мир. Что же, не будем тянуть время. Перед тем, как мы начнем прохождение данной игры, хочу попросить вас подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий, подписаться на телеграм-канал. Там будет оповещение о видеороликах и стримах, надеюсь, частых. Ну как частых, я уже третий день подряд стримлю. Ну вот, заходите на Twitch тоже. А также вступайте в группу ВКонтакте. Там тоже будет оповещение о видеороликах, а в чате будет оповещение о видеороликах и стримах. Там в чат вступайте, если хотите, а так вот. Что ж, на этом, думаю, все, и начнем, пожалуй. Не обращайте внимания, тут это у меня проверка модов, все такое в креативчике было. Выживание. Тревога! Есть вероятность повреждения фюзеляжа. Всему экипажу немедленно покинуть корабль. Запуск через 3, 2, 1. Мы эвакуировались с корабля. На! По башке. Так, наша капсула горит, нужно срочно ее потушить. Вы получили легкую травму головы. Это можно считать оптимальным исходом. Данный КПК был перезагружен в аварийном режиме с одной директивой. Сохранить вам жизнь в инопланетном мире. Пожалуйста, прочтите подробные советы по выживанию в базе данных. Удачи! Спасибо. Так, в капсуле у нас 2 батончика, бутылочки воды. Опять я нажимаю не эту кнопку. И аптечка. И вот такая вот у нас ситуация. Мы упали с корабля, который, судя по всему, потерпел крушение. И вот, надо вылезаем на поверхность. Фюзеляж Авроры разгерметизировался на орбите. Причина неизвестна. Выжившие не обнаружены. Большой корабль и огромная водная гладь. Теперь спускаемся в воду. Опа. Сейчас убираем масочку и начинаем добывать ресурсики. Не знаю, грибочки, там камушки долбить, всякую такую мелочь. Темные. Вот это вот чебупели нужно опасаться. Потому что это чебупели тебя прибьет и не подавится. Называется рыба камикадзе. Куда? Опять не то. Кислород. О, кислород кончается. Я случайно выбросил батоны, ну подумаешь. Надо было их покушать. Так, я аптечку выбросил. Где аптечка? Ну ладно.
Ну ладно, рыба камикадзе у нас утихла, можно взять пещерную серу. Обнаружены отложения серы в местных пещерных системах. Сера – необходимый компонент для функционирования ремонтного инструмента. Да я и уже и без тебя знаю. Кварц, Кислород. кислород, все понял. О. Так, тут должны быть выступления всяких камушков, с которых должны падать ресурсики. Медь – незаменимый компонент любого электрического медь оборудования. собирается, Вероятность вашего выживания титан. только что увеличилась до маловероятно, но не исключено. Да, маловероятно, но не исключено. Спасибо за поддержку КПК. Кислород. Так, поем капсуле. Смотрим, чего мы там добыли, чего не добыли. Там я металлолом еще подбрал, его можно будет переделать на титан. Да, я в эту игру играл, сказать, немного. Поэтому знаю, что и чего делается. А так, особо мало об этой игре знаю. Типа, поверхностно так. Там основные рецепты, инструменты. Дела. Сначала нужен будет нам ремонтный инструмент. Это еще силиконовая резина. Для этого нужно добыть ее из водорослей, которые здесь должны быть недалеко. Точнее, из семян этих водорослей. Красивый подводный мир. Хотя в некоторых местах он пугает. Особенно, когда ты на глубину погружаешься. Чем глубже, тем страшнее. Вот. Гроздь семян водорослей. Синтезирован новый чертеж. Смазка. Силиконовая резина. Так, я же еще не обозначил нашу цель на сегодня. Наша цель на сегодня сделать ремонтный инструмент, починить нашу капсулу, потом, не знаю, сделать фонарик, сделать сканер, отсканировать строительный инструмент и сделать какую-нибудь комнатку. И на сегодня, думаю, все, в качестве пилотной серии это сойдет. Дальше там будем исследовать... А дальше там как пойдет, короче говоря. Будем уже исходить, плясать уже от тех ресурсов, которые у нас будут. Так, ремонтный инструмент получим, а ремонтируем нашу капсулу. Вторичные системы спасательной капсулы включены. Запущена полная диагностика окружающей среды с выводом результатов в базу данных. Статус в норме. Вторичные системы запущены. Сходящая радиосвязь нарушена. Входящая радиосвязь работает. Плавсредства раскрыты. Целостность корпуса в порядке. Окружающая среда. Неисследование. Океаническая планета 4546b. Кислородно-азотная атмосфера. Содержание водных бактерий высокое. Радио было починено. А теперь... Радио онлайн. Аварийные сигналы бедствия. Давайте послушаем сообщение. Говорит Аврора. Сигнал бедствия получен. Спасательная команда будет отправлена по вашим координатам через 9 часов. Производится сканирование частот в поисках экстренных передач от других капсул. Ну и на том спасибо. Так, аптечка еще делается. Ну, водички попить надо. Так, мне еще бы ласты сделать. Ласты, обычный баллон. Точно. Так, 2 стекла, серебряная руда, титан. Ласты у нас силиконовая резина 2, да? Я бы еще один баллон сделал. Вот такой лайфхак в этой игре. Делаешь 2 баллона, а потом погружаешься на большую глубину.
Так, что там нужно по чертежам у нас, да? Мне нужен фонарик и исследовательский сканер, а также ножик. Значит, добавляем ножик, фонарик, сканер. И строитель. Строитель мы уже будем делать в следующей серии. Нет, я же поставил цель на сегодня. Я уже сам путаюсь. Просто путаюсь, короче говоря. Строитель мы сделаем сегодня и комнату сделаем сегодня. При возможности. Ну или, как я уже сказал, в следующей серии. Потому что эта серия по факту пилотная. Затягивать с ней не очень охота. Так, для фонарика нужно стекло и батарейка. Для стекла у меня вроде бы все есть. И для батарейки тоже у меня все есть. Что это я затягиваю с этим? Сделаем фонарик. И одна цель будет выполнена. Делаем сначала фонарик. Потом нужно сделать исследовательский сканер. Но тут уже нужна еще одна батарейка. Сканер можно использовать для синтеза чертежей из найденных технологий и для записи инопланетных Так, берем биологических аптечку. данных. И теперь Обнаружить будем повышенный сканировать уровень все радиации. как вне Данные себя. совпадают с повреждениями Поэтому и гидродвигателя сейчас из «Авроры», чертежей нужно полученными убрать во время это и вот крушения. это вот. Для этого нам нужно... Так, нам нужна микросхема и набор проводов. Это у нас вот это вот. Это у нас медная катушка, образец кораллового рифа, золото, 2 серебра, да? Теперь мы будем все сканировать. Найти бы ресурсиков. Нам нужен песчаник. В песчанике золото и серебро имеется, но тут его нет. Может, и есть где песчаник. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Чувак, отстань. Так, дайте мне аптечку, использую. Так, нужно найти песчаник и раздобыть немножечко серебра и золота. Короче, нужно плыть в зеленый биом. То есть в биом зеленых водорослей. Или тут проплыть в трубе, там есть ответвление в пещеру, где эти песчаники вроде бы есть, если я ничего не путаю. Там пригодится. Титана много не бывает. Самосканирование завершено. Показатели в норме. Продолжаю наблюдение. Показатели в норме-то, оно, понятно. Комплекты проводки на основе Так, серебра. а Это вот важный серебро. компонент многих электрических и жилых модулей. Одну штучку серебра мы уже добыли. Осталось добыть еще одну штуку серебра или золота. 30 секунд. Нет, свинец. Вот золото. Вот еще одно серебро. Все, комплект проводов мы сейчас сделаем. Осталось сделать медь. Это, ну как медь, медные. И добыть образец коралловой пластины. Вот они. 2 штучки нужно. А для этого мне нужен нож. Ладно, плывем, сделаем нож, потом его добудем. Так, комплект проводов мы убираем из списка задач. Осталось сделать микросхему. Для этого нужен ножик, который я еще не сделал почему-то. После резни на Абраксис Прайм рецепты оружия были удалены из базы данных изготовителей на спасательных капсулах. В порядке исключения оставлен нож. Нож оставлен для самообороны от, не знаю, от чего, да? Так, пластинчатый коралл. И вот взять образец пластинчатого коралла. Теперь можно сделать и микросхему. Микросхема готова. Так, убираем микросхему из списка задач. Нужно послушать новое сообщение. Воспроизведение предварительно записанного сигнала бедствия. Говорит спасательная капсула 3. Передаю наши координаты. Мы латаем кое-какие дыры в нашем спасательном глайдере.
Так что не волнуйтесь, если мы опоздаем на место сбора. Кроме того, не улетайте домой без нас. Капсула 3. Конец связи. Координаты сигнала загружены в КПК. Координаты сигнала были загружены в КПК, но мы по ним чуть позже споем. У меня тут медь есть. Меди тут-то нет. Поэтому нужно спуститься в водичку и опять долбить известняк на предмет меди. Так, меня сейчас пытается рыбка сожрать, но у нее это не получится. На этой планете жизнь развивается в необычайно разнообразных экологических биомах. Рекомендуется дальнейшее изучение. Во, спасибо. Так, сделаем сейчас батарейку и сделаем строительный инструмент. А также начнем делать базу. Ну, найти место для базы, и все будет окей. Хотел сказать батарейку, но у меня грибы закончились. Благо тут грибов много. Делаем строительный инструмент. Строитель. Строительный инструмент предназначен для возведения жилища, способного выдержать любые условия окружающей среды. Да, понял я у тебя, что он выдержит любые условия окружающей среды, вне зависимости от местонахождения. Титана маловато, а для того, чтобы титана было побольше, мне нужно побольше металлолома. Так, строитель нужно из списка задач убрать, кстати говоря. Да, кислород, а вот и металлолом, кстати. Кстати, тут могут быть элементы всяких разных чертежей, которые нужно исследовать. О, еще одно радиосообщение. Надо будет послушать. Вот фрагмент гравиловушки. Исследовано 1 из 2. Исследую еще раз, и будет тебе, пожалуйста, новый чертеж гравиловушка, которая будет ловить в ловушку окружающих рыбок. А их можно будет потом собрать и приготовить, и закусить. После употребления в пищу, скорее всего, 100% я заболею какой-нибудь хренью. Так, у меня сколько металлолома влезет? Ну, много, короче говоря, металлолома в меня влезет, но попутно нужно тоже исследовать. Так, фрагмент радиомаяка. Тоже 1 из 2. Вот новый чертеж. Маяки. Я теперь могу ставить метки. Да, я знаю, что кислород, но тут нужно что-нибудь... Вот, глайдер. Мне это нужно. Это средство передвижения. Быстрое, надежное, крутое. Нет, не помирай! Успел в самый последний момент восстановить кислород. Так бы он сейчас захлебнулся, затахнулся, и большую часть вещей бы я просто потерял. Не подплывай ко мне, ты выглядишь опасно и хочешь меня сожрать. Да ладно вам. Я всего лишь что откушу вам голову. Какое обезвоживание? А ну под водой мы употребим Важные воду, ничего показатели страшного. стабилизированы. Ну ладно, думаю, на этом пока месяца хватит. Поплывем сейчас в капсуле и потом найдем место для базы и сделаем базу. Внимание! Продолжающееся разрушение ядра двигателя Авроры может привести к квантовому взрыву. Продолжаю наблюдение. О, фейерверк. Когда он будет? Кислород. Так, сообщение, давайте послушаем. Говорит спасательная капсула 6. Здесь на борту пассажир. Координаты прилагаю. Мы приземлились в километре от места крушения, но между нами и местом встречи находится радиация. Прошу немедленной помощи. Капсула 6. Конец связи. Капсула 6, загружены данные. Координаты места встречи Координаты искажены. получены, все. Загружены координаты источника передачи. А, координаты искажены, ну ладно. Том, спасибо. Так, делаем много титана. О, сколько титана. Титана много не бывает. Теперь нужно выбрать место для моей базы. Место глубокое, где можно будет расширяться вглубь, то есть вниз.
Я приплыл куда нужно. Здесь большая глубина. И место для строительства тоже хорошее. Знаю. Сенсоры малой дальности обнаружили в данном биоме необычно богатое биоразнообразие и сеть переходов в виде небольших пещерных систем. Темно. Но я могу сделать вот это вот. Что ж. Так, мне кварц нужен, ну прекрасно. Нет, кварц тут много, в принципе, не проблема. Я это и место именно искал для базы, оно тоже хорошее. Так, вход сделан. Так, теперь мне нужен медная руда, кварц. Ну да. Кварц, тут его много, а медной руды не очень. Когда фейерверк будет? Ну, взорвись, пожалуйста. Я хочу закончить все это взрывом фейерверка. Кварц был добыт. Я тут видел выступ известняка. Где-то тут он был. Не только известняка, но и песчаника. Так, медная руда, спасибо. Свинец, это тоже неплохо. Можно будет сделать платформу, которая укрепит мою базу. Прочность корпуса у этой самой базы. Найдите источник питьевой воды. Да понял я, понял. Скоро загнусь от жажды. Дай мне зайти на базу. Добро пожаловать на борт, капитан. Так, добро пожаловать на борт, капитан. Теперь мне нужно сделать настенный шкаф. Это обязательно. А еще также мне нужно будет сделать радио. Ну, для начала нужно будет сделать изготовитель. Выступ песчаника не так-то просто найти будет. Ладно, беру свои слова назад. Выступ песчаника нашелся довольно легко и сразу же золото. Так, нужно будет добыть образец пластинчатого коралла. Ты облюбовал это место или что? Я сейчас, кстати, задохнусь скоро. Ну, практически задохнусь. Так, изготовители аптечек, сетчатое волокно и микросхема. Не с даром я добыл одно золотишко. Вот и радио готово. Обезвоживание. Вот и все. Вот настали мои смертные дни. Так, 30 секунд. лопаем аптечку. И быстро добываем образец пластинчатого коралла. Все, добыл. Теперь нужно пристройку свою найти. Я не доживу. Ну все, хана. Я не дожил. Ладно, ресурсов так много не потерял, как я думал. Означает, могу это сделать. Ну и все. Все, что я хотел, я сделал. Я сделал строитель, я сделал комнату, пока месть только туннельную. Сделал радио, сделал изготовитель, сделал место для хранения. С водой вышел косяк. Ну и думаю, на этом все. Пилотная серия на этом кончается. Это такая пилотная серия по выживанию в Сабнаутике. Ну а с вами был Кисуна Плей. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, комментируйте данный видеоролик, подписывайтесь на телеграм-канал, там оповещения о видеороликах и стримах. Также вступайте в группу ВКонтакте, там то же самое, что и в телеграм-канале, так что на ваш выбор. И на этом, думаю, все. Слышимся, дамы и господа.